Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Весы. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 20 по 26 июля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного у вас произойдет. Колоды у нас две, основная и дополнительная. Обе колоды уже перетасовала для экономии времени. Помню, раньше я так и делала. Не знаю, почему потом перестала. Сейчас попробуем снова так. Давайте посмотрим, что же ожидает вас на следующей неделе по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Перед тем, как начать, напомню, вы можете подписаться на мой YouTube канал, ставить лайк, сообщение, все, что будет вашей душе угодно. Буду очень признательна за обратную связь. Итак, начнем. Понедельник. Такой решительный у вас понедельник, рыцаря мечей. Вторник. Карта правосудия и справедливости. Среда, пятерка пентаклей, семерка мечей в четверг, девятка кубков в пятницу, восьмерка пентаклей в субботу и принцесса кубков в воскресенье. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Есть рыцарь мечей, есть правосудие с мечом, семерка мечей тоже с мечами. Да? Ну, давайте посмотрим, что эти мечи для вас означают, потому что в целом-то вы воздушный знак, вы ментальный знак, вы очень много думаете, вы такие мыслители в какой-то степени. И по рыцарю мечей здесь вот карта соответствует вашей стихии, вашему знаку. Здесь явно персона, да, то есть карта двора показана, именно человек по рыцарю мечей может говорить о том, что здесь вы прежде всего проявляете себя, свои качества максимально ярко, и по рыцарю мечей здесь проявляете много упорства в чем-то. Может быть, вы чересчур порывисты будете в своих действиях, может быть, вы будете гневно или храбро защищать то, что вам нужно, или храбро отстаивать свою позицию, или достигать того, что вы считаете правильным, верным, да, преодолевать какие-то препятствия, вот мчаться на всем скаку с этим мечом, на этом коне, да, преодолевая препятствия или рассекая все на своем пути. То есть готовность как будто бы действовать вместе с картой маг, которая является поистине хорошим начинанием, потому что маг — это первая карта в старших арканах, она говорит о возможности действовать, потому что у вас для этого есть все ресурсы, все возможности, и по карте маг вы знаете, как лучше достичь поставленных целей, как их использовать, эти ресурсы. То есть вы очень активные, очень энергичные здесь, действительно вдохновлены какой-то идеей, готовы действовать. Очень хорошая карта. Дальше идет карта правосудия, карта справедливости. В принципе, это в старших арканах карта, которая соответствует вам, вашему знаку. Но она очень часто в общем толковании говорит о каких-то вопросах, касающихся справедливости, правосудия, судебных дел, каких-то вопросов с документами, которые вам нужно урегулировать, что-то где-то подписать, возможно, либо решить какой-то спорный вопрос с кем-то, конфликт, разногласия, привести к равновесию, да, уравновесить какую-то ситуацию, которая была конфликтная. И по карте сила у вас для этого достаточно влияния, достаточно силы, достаточно возможностей. И не силы физической, которая по этой карте показана, да, а силы духовной, возможности здесь благодаря убеждению, благодаря там, своим каким-то другим талантам, да, дипломатии вашей, дипломатии, возможность договориться о чем-то, решить какие-то вопросы спорные, чтобы их урегулировать. Карта, кстати, да, ваша, я говорила. Дальше идет пятерка пентаклей, ощущение потери денег, нехватки денег, или ощущение, что вы как будто бы оказались за закрытой дверью, как будто кто-то вас игнорирует, вас это может немножечко расстраивать здесь. По пятерке пентаклей могут быть какие-то незапланированные расходы, какие-то дополнительные траты, расходы. И по семерке пентаклей, которая здесь тоже есть, понимание, что вы вложили много, вот корни здесь большие, а результат пока маленький. Может быть, вы ожидали большего результата, больших денег, к примеру, большей зарплаты. Может быть, по семерке пентаклей вы здесь разочарованы, что приходится тратить дополнительно на что-то деньги, и после этих расходов, трат, придется заново копить, заново откладывать, заново, как будто бы проявляя терпение, медленно там идти к своей цели, медленно расти, медленно копить какие-то деньги, которые вы бы хотели. То есть медленное
появление денег, да, то есть как богатство, но через накопительство, через то, что вы постепенно к этому идете, потому что 5 пентаклей могла нести какие-то дополнительные расходы, вас это могло здесь расстроить. И дальше 7 мечей, карта хитрости и обмана. Может быть, вы здесь сталкиваетесь с чьим-то обманом или хитростью, а возможно, сами пытаетесь хитрить или пытаетесь какую-то стратегию продумать, как лучше действовать. По 4 мечей, скорее всего, вы приостанавливаетесь, делаете паузу и думаете, как в этой ситуации поступить. То есть, какую стратегию, какой план действий лучше предпринять соответственно. То есть, вы как будто бы делаете паузу, делаете шаг назад и хорошенько стараетесь все обдумать, но вместе с 7 мечей действительно как будто бы боитесь предательства, боитесь чьей-то хитрости, какого-то провала, поэтому стараетесь обдумать все, да, все шаги продумать заранее. Карта 9 кубков, которая здесь называется материальное счастье, и дальше карта 8 пентаклей, принцесса кубков. С пятницы, суббота, воскресенье, такие хорошие карты у вас выпадают с этими кубками, с 9 кубков и отшельником, который ее дополняет. Можно сказать, что по 9 кубков вы настроены на успех, на какую-то радость, на позитив в вашей душе. Вы смотрите на вещи позитивно, но при этом по отшельнику ощущение, что вы стараетесь мудро рассуждать, стараетесь видеть позитив даже там, где, возможно, не так легко вам, не такая легкая неделя здесь у вас, но вы стараетесь мыслить позитивно, смотреть в будущее с позитивом, с радостью, с оптимизмом по этой карте. Может быть, даже здесь какие-то события хорошие, может, вы что-то отмечаете или вас куда-то приглашают, но вы чувствуете себя немножечко отстраненным, отчужденным на этом празднике жизни, но при этом стараетесь сохранять все-таки оптимистичный взгляд в будущее. Карта 8 пентаклей, карта работы над чем-то, работы над каким-то проектом, может быть, в субботу, кто работает в субботу. И тут же карта справедливости, опять-таки необходимости здесь по справедливости достичь результата, успеха в какой-то работе или в какой-то занятости. И по справедливости вы заслуживаете на этот результат, по правосудию, по справедливости. Вы здесь хотите прийти к балансу в ваших делах, может быть, что-то доделать на выходных, или вы очень ответственны в той работе, поэтому карта ответственности по правосудию, в той работе, которую вы делаете, которую вы выполняете. Можете интересоваться тем, как решить какой-то юридический вопрос. То есть вы как будто бы смотрите со стороны, наблюдаете за каким-то спором, конфликтом, или вы втянуты в этот спор, но вы думаете, какие способы у вас есть в этой ситуации, как поступить правильнее будет, чтобы добиться успеха, результата для вас. И паж кубков — хорошая возможность, которая вам здесь выпадает по пажу кубков вместе с королем мечей. Вы эту возможность рассматриваете, думаете, воспользоваться ей или нет, исправить каким-то образом ситуацию здесь, если возможно, как это сделать. То есть очень много ментальной такой энергии, размышления, мышления вашего, где вы очень проницательны, внимательны, где вы стараетесь быть очень властными. И в том, что вы делаете, вы стараетесь быть максимально четкими, да, логичными, структурированными. И тот шанс, который выпадает вам здесь, он как бы не эмоционально подкрепляется, а вы очень серьезно о нем думаете. То есть как будто бы взвешиваете все за и против. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.